Всем привет! Ну что ж, второй месяц осени уже в самом разгаре. Месяц учебы у большинства людей уже прошел. Я думаю, вы уже как-то немножко в поток влились. И я хочу обсудить самые распространенные такие общие проблемы, которые совершает каждый из нас в начале учебы. И я хочу разобрать, если вы ее нашли, вы сможете всегда ее устранить. Так вот, первая проблема, самая такая глобальная, как мне кажется, это то, что вы не понимаете вообще, что у вас. То есть у вас нет общей картины. Это когда мы начинаем учиться и течем по течению. Ну, то есть как бы у нас есть какое-то расписание. Зачастую, если еще это достаточно такой крупный университет или какое-либо учебное заведение, первое время еще какая-то тусовка с этим расписанием, и вы как бы вечером узнаете вообще, что у вас будет завтра, что вам нужно делать и так далее. Но все-таки через месяц после начала учебы нужно все-таки понимать, какая у вас нагрузка, какое количество часов, куда вам нужно ехать, куда не нужно ехать, какие должны быть проекты и так далее. То есть вы должны понимать общую картину вашей загруженности, вашей учебы, того, что вам нужно делать, не нужно делать и так далее. Ваши обязанности, какие-то работы, которые вам нужно сдавать, возможно, уже вот в ближайшее время и так далее. Без этой общей картины вы, скорее всего, много чего упустите, опоздаете, забудете и так далее. Поэтому это очень важный момент, общее понимание того, что вы учите, зачем вы учите, какая у вас нагрузка, расчесовка и так далее. Следующая распространенная проблема – это вы сразу не записали дополнительную информацию там, про кабинет, про преподавателя, про какие-то просто дополнительные вещи, про занятия и так далее. Когда вот вам сообщают информацию, которая как бы напрямую не относится к обучению, и вы думаете, я запомню. Ни черта подобного вы не запомните, потому что в начале учебного года у вас много новой информации, которую вы должны переработать. Это зачастую превышает пределы, все возможные пределы нашей краткосрочной памяти. И, скорее всего, дополнительная вот важная информация, она просто вылетает из нашего мозга. Поэтому в первое время обязательно записывайте все. Вы потом можете выкинуть эту информацию, но, скорее всего, она вам пригодится. И это относится и к расчесовке преподавателей, когда они говорят, что вот в этот день вы можете подойти, в этот день какие-то вот подробности о ваших предметах, что возможно будет это, возможно будет то и так далее. То есть вот эти все мелкие вещи внимательно слушайте и записывайте. Повторюсь, выкинуть всегда сможете, но, скорее всего, они вас в какой-то момент очень даже спасут. И следующая ошибка – это то, что вы изначально откладывайте разбор уже того, что у вас было. То есть у вас все-таки учебный процесс, скорее всего, к этому моменту начался, и за счет того, что он такой достаточно вяло текущий в начале, еще народ раскачивается, еще какие-то общие вводные темы. Ну, в общем, как-то кажется, что нагрузка не очень большая, и вы все успеете. На самом деле нет. Нужно активно начинать работать с самого начала. И как раз-таки вот эта низкая нагрузка, когда еще вот в самом начале, прекрасно подходит для того, чтобы вы могли немножечко уйти вперед. Я уже много раз говорила о том, что для того, чтобы продуктивно прослушивать лекции, присутствовать на лекции максимально активно, нужно знать вообще, что будет на этой лекции. И вы можете использовать как раз-таки вот это время для того, чтобы немножечко уйти вперед, узнать, а что у вас будет, а что вы будете разбирать. Плюс, конечно же, не забывайте, что после любой лекции, даже если она была ознакомительная, даже если вам кажется, что вы не так много узнали, все равно вам нужно сесть и проработать тот материал, который вы услышали. Возможно, это будет 10 минут, возможно, это 15, возможно, вы просидите целый час, потому что откроется очень много интересных вещей, которые вы пропустили, забыли и так далее. Но нужно обязательно каждую лекцию прорабатывать сразу, потом через период, но не накапливайте. Вы потом проклянете все на свете, когда в какой-то момент откроете, а у вас там уже 6 лекций, которые вообще не разобраны, вы вообще не помните, что там было и так далее. Поэтому, повторюсь, вот этот период раскачки, вхождения в поток учебный, прекрасное время для того, чтобы уйти на пару шагов вперед. Это вас потом очень сильно спасет. Отдельно хочу разобрать ошибку в том, что вы не узнаете про крупные проекты сразу. То есть, когда вот у вас появляется какой-то предмет, нужно обязательно всеми правдами и неправдами узнать, а что будет в конце. Экзамен, курсовая, дипломная, какая-то просто большая научная работа или какой-то очень большой сложный письменный экзамен или устный и так далее. Вам нужно очень четко понимать конечную цель для того, чтобы
подстраивать все ваше обучение под этот проект. То есть либо вы там к экзамену сразу готовитесь, пытаетесь узнать какие-то вопросы, как это было в прошлом году, в прошлых курсах можете узнать, если преподаватель, например, молчит и ничего не рассказывает. И постепенно к нему готовиться, потому что, опять-таки, повторюсь, длительная подготовка, но такая очень маленькими дозированными небольшими блоками, это всегда гораздо лучше, чем один такой спринт в самом конце. И если вы заранее все это узнаете, то вы сможете полноценно распределить свое время, и лучше, опять-таки, это с самого начала узнать. Особенно если у вас какая-то большая письменная работа, поверьте мне, написать ее за очень короткое время, ну, сложновато. Это будет такой абсолютный вызов. Зачем вам делать, если можно постепенно это все писать, прописывать, переписывать, и потом в последние недели вы вообще сможете отдыхать. Следующая ошибка, которая тоже является достаточно популярной, я тоже на ней попадалась, это то, что вы изначально не решаете, как вы будете организовывать свои учебные материалы. То есть то, что вам дают какие-то распечатки, учебники, то, что вам скидывают на почту и так далее. То есть зачастую у нас есть и физические какие-то материалы, и электронные материалы, и они как-то вот капают к вам, накапливаются, и как бы в начале за счет того, что их немного, ну, там лежит, там на почте лежит, там еще что-то. Ну, как-то можно в этом разобраться. Но к середине семестра это будет абсолютный хлам, который накопится, и вы ничего не сможете найти. Поэтому сразу организовывать какие-то папки, какие-то теги, что-то куда-то скачивать, распечатывать, подшивать в папку. Это все нужно решить заранее. То есть, ну да, там первые пару недель вы поймете вообще, у вас больше электронных носителей, и либо там распечатки вам дают или еще что-то, и вы как бы понимаете, что вам лучше папку создать, такую физическую, либо такую, и сразу начинайте все постепенно распределять, подписывать. Обязательно, если вам дают какой-то, ну, просто листочек, распечатку, записывайте, когда вам это дали, зачем вам это дали, какая неделя, к чему это относится, какой-то предмет и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, потому что, когда вы случайно либо будете искать, либо найдете этот листок, вы через время не вспомните вообще, к чему он относится, зачем он нужен, зачем вам его дали. Поэтому всегда все прописываем, записываем. То же самое можно какие-то пометки, заметки писать к электронным каким-то документам, которые вам дали, что это там рекомендации, там фидбэк от преподавателя, или это нужно прочитать по такому-то предмету, к такому-то числу и так далее. Вот, все это обязательно сразу пишем, потому что потом вы не разгребетесь. Как только это начинает накапливаться, вы будете это все дальше и дальше отодвигать, потому что мы так устроены, что мы либо сразу начинаем все делать, либо мы нагребаем огромную кучу и ждем, пока она просто не свалится на вас, тогда, возможно, вы начнете ее разгребать. И последняя ошибка, которая относится больше, конечно же, к обучению в каких-то стандартизированных вузах, ну, в смысле физически, когда вы ходите на пару, это вы не принимаете активного участия в социализации. То есть нам кажется, что, ну, вот как-то оно все так образуется. Особенно это вот актуально для начала учебы, ну, там, первый курс или второй курс, если там у вас что-то поменялось, кто-то пришел, кто-то ушел и так далее. То есть нам кажется, что ну вот как-то оно так сформируется, как-то что-то где-то подружимся, это же такой типа процесс естественный должен быть. Но все дело в том, что социализация именно в плане обучения это очень хорошая вещь, если вы образуете какую-то стадию-группу. То есть я именно призываю, ну как бы, да, личные отношения, они все-таки налаживаются самостоятельно, ну, то есть как-то такой более естественный должен процесс быть. Вы должны как бы по душевному порыву найти того человека, который вам нравится, но для того, чтобы полноценно учиться и лучше учиться, вам лучше создать стадию-группу, для этого нужно приложить усилия, потому что не все хотят организовываться, но поверьте мне, учеба в таких вот стадий-группах, она помогает, потому что вы обмениваетесь информацией, вы можете вместе посидеть, вы можете друг другу рассказать, вы можете друг друга проверить, вы можете друг другу как бы дополнить информацию, потому что один понял один кусок, другой понял другой кусок, и вы как бы совмещаете это все дело и понимаете всю тему. То есть вы можете обсуждать какую-то прошедшую тему, потому что в процессе обсуждения вы рассказываете, что вы знаете, чего вы не знаете, что вы поняли, что вы не поняли. Это как бы хорошо для каждого члена
этой группы и для вас в целом вместе. Ну, как бы в целом для группы тоже полезно, потому что вы укрепляете, улучшаете свои знания, вы улучшаете свое понимание, запоминание и так далее. Так что в целом это очень хорошая практика, но для этого нужно применить усилия, это нужно как бы найти этих людей, скооперировать, договориться, что мы будем вот так вот и так вот работать, что это полезно, что это нужно всем, а не только вам и так далее. То есть для этого нужно приложить усилия, но поверьте, они окупаются. Все, мои хорошие, вот такой вот короткий экскурс. Я надеюсь, вы найдете эти ошибки. Если у вас их нету, я вас поздравляю, вы большой молодец. Но если они все-таки есть, исправляйтесь. Это все не смертельно, у вас еще есть время. Вы только начали учиться, так что у вас все получится. Все, подписывайтесь, ставьте лайк, до следующих видео. Пока-пока.